почитать? Эту? Ну, давай. Вообще, это давняя история. Вот смотри. Санкт-Петербург. Человек на гнедом скакуне спешил в Адмиральский дворец. Это был гонец, который нес срочные вести. Разве мы кого-то ожидаем? Милостивый государь, прошу простить, но вам срочная депеша из Женевы. Ваше сиятельство, что же там? Господа, на Петербург выступил вражеский флот 3 государств. Что же нам делать? Нужно собрать особую команду. Кто у нас есть на примете? На примете у Хавьера были 1000 бравых воинов, но тут нужны были сильнейшие. Лейтенант Александр Ерохин, зоркий глаз Российской империи. Он возьмет на себя наблюдение за горизонтом. Офицеры артиллерии Малком и Сантос займутся огневой поддержкой. Они бросают бомбы в любом направлении, а их дымовые завесы запутают даже самого внимательного противника. Если у нас есть те, кто бросают бомбы, то и у противника, вероятно, тоже. Как быть с защитой последнего рубежа? Генерал-адмирал, об этом не беспокойтесь. Силачи Лунев, Киржаков и Васютин всегда надежно обороняли Петербургский флот. Редкое ядро могло просвистеть мимо них. Адмиралы прознали о лихом казаке Ракитском, который не страшится ничего. Но была одна проблема. Никто не знал, как он выглядит. Ведь он никогда не позировал для портретов. И как мы его узнаем? По 2 четверкам на папахе. Эх, хорошая была папаха. Граф Караваев, легенда стрелкового клуба. Весь город полон слухов о его точности. Говорят, однажды он увидел грабителя, напавшего на беззащитного пекаря. Граф не растерялся и отправил цветочный горшок точно в голову злодея. Идеальное попадание. Ветеран всех возможных войн Юрий Валентинович Жирков. Недавно его близкий товарищ покинул наши края. Теперь Жирков каждый день пишет ему письма. Но не стоит переживать. Как только Юрий Валентинович попадет на поле боя, ему не будет равных. Ветерана уже взяли, надо взять и молодых. Генерал-адмирал Семак и Хавьер Рибалта рассмотрели список кандидатов. Не будем скупиться. Возьмем обоих. Аргентинский офицер Себастьян Дриуси. Оборонительные редуты противника будут молить о пощаде, когда встретятся с ним. Принц Персии Сердар Азмун присягнул на верность Петербургу и обещал разнести вражеский колхоз. Что бы это ни значило. Дерзкие пираты Вариос и Астоев. Они отберут у врагов Петербурга все, а то, что не смогут отобрать, отправят на дно. Универсальный боец Далер Кузяев. Он способен закрыть любую проблемную позицию во время битвы. Вендел. Новое тайное оружие адмирала Семака. Этот парень, как никто другой, умеет разгонять атаки. Команда подбирается сильная, но нам не хватает кого-то с опытом великих побед. Есть один кандидат, он из нашего ордена. Деян Ловрен. Воевал на Адриатике, во Франции и Англии. У этого сударя наград больше, чем в Петербурге болот, но он по-прежнему голоден до побед. Команде нужен капитан. Азартный, в меру безрассудный, который сможет повести за собой. И этого человека знали все, ну или почти все. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всевышний говорит, это будет отличная битва. Здесь собрались лучшие. Эй, ты кто? Артем Зюбов выше 2 метров. Да, я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки. Послушайте, парни. Я горжусь вами. Я люблю вас. Давайте просто насладимся этим моментом. Дед, а что дальше-то было? Скоро узнаем.